Вы уверены в фактах, заученных со школьной скамьи? Я здесь, чтобы показать вам, что самые прочные стены знаний построены на фундаменте из вымысла. Мы откроем 30 дверей, и за каждой из них вас ждет потрясение. Разоблачение мифа, в который вы, возможно, верите до сих пор. Это не будет сухой перечень фактов. Это будет путешествие в самое сердце заблуждений, где мы увидим, как рождались легенды, как они захватывали умы миллионов и почему настоящая история оказалась куда более странной и захватывающей, чем любой миф. Миф номер 1. Улыбка океанского ангела. Представьте себе бескрайнюю синеву океана. Солнечные блики играют на гребнях волн, и вдруг из глубины появляется силуэт. Изящный, стремительный, увенчанный вечной добродушной улыбкой. Это дельфин. Веками мы вплетали его образ в гобелен наших самых светлых представлений о природе. Он — спаситель утопающих, разумный друг человека, морской ангел, чье присутствие само по себе является добрым знаком. Тысячи историй, передаваемых из уст в уста моряками и путешественниками, рассказывают о том, как стаи дельфинов отгоняли акул или подталкивали к берегу обессилевших пловцов. Мы смотрели фильмы, где они играли главные роли благородных героев, читали книги, где их интеллект ставился в один ряд с человеческим. Эта вера была так утешительна. Она говорила нам, что даже в дикой, необузданной стихии есть островок чистоты и альтруизма. Мы смотрели на их изогнутые челюсти и видели улыбку. Мы слышали их щелчки и верили, что слышим дружелюбный разговор. Миф о дельфине-спасителе стал аксиомой, не требующей доказательств, потому что мир, в котором существует такое создание, казался чуточку лучше и безопаснее. Но архивы хранят и другие записи, те, что пахнут солью и тревогой. Записи, которые океанографы и биологи долгое время не выносили на суд широкой публике, чтобы не рушить прекрасную сказку. Правда, скрывающаяся за этой улыбкой, холодна, как океанская бездна. Дельфин не ангел. Он один из самых эффективных и порой безжалостных хищников в океане, и его поведение продиктовано не добротой, а сложнейшими инстинктами, которые человеку кажутся жестокими. Так называемое спасение тонущих людей в большинстве задокументированных случаев не более чем игровое поведение. Для дельфина человек в воде — это просто любопытный плавучий объект, который можно толкать носом, подбрасывать, изучать. Иногда это толкание случайно направляет человека к берегу, но с той же вероятностью оно может направить его и в открытый океан. Известны случаи, когда дельфины, заигравшись, наносили людям серьезные травмы или не давали им выплыть, удерживая под водой. Более того, эти миролюбивые создания известны своей крайней агрессией. Самцы дельфинов могут нападать на более мелких морских млекопитающих, таких как морские свиньи, причем не ради пищи, а из чистой агрессии, забивая их до смерти. Они практикуют инфантицид — убийство детенышей, чтобы самка снова была готова к спариванию. Их социальная структура сложна и полна конфликтов, драк и принуждения. Та вечная улыбка, которая так умиляет нас, всего лишь анатомическая особенность строения их челюсти, не имеющая ничего общего с эмоциями в человеческом понимании. Правда в том, что дельфин — это дикое, непредсказуемое и невероятно умное животное, а не персонаж детской сказки. И эта правда, возможно, лишает нас иллюзии, но взамен дарит нечто более ценное — уважение к истинной, а не выдуманной природе. И пока мы прощаемся с одним созданием, чью суть мы исказили, архивы уже готовят историю о другом, чье место в древе жизни мы определили совершенно неверно. Миф номер 2. Потерянный родственник огненной лисицы. В густых бамбуковых лесах Гималаев, в тумане, цепляющемся за склоны гор, живет существо, окутанное тайной и путаницей. Мы знаем его как красную панду. Взгляните на нее. Пушистый полосатый хвост, как у енота, острая мордочка, огненно-рыжий мех. В ее названии слышится эхо чего-то большого и монохромного, ее знаменитого родственника — большой панды. Веками люди, сталкиваясь с этим созданием, пытались вписать его в уже знакомые рамки. Путешественники описывали его как огненную лисицу.
Зоологи, впервые получившие его шкурку в XIX веке, долго спорили, к кому его отнести. Проще всего было решить, что это либо какой-то странный вид енота из-за внешнего сходства, либо просто малая версия большой панды, с которой она делит и среду обитания, и любовь к бамбуку. Этот миф об их родстве укоренился так глубоко, что до сих пор в популярных статьях и даже некоторых документальных фильмах их ставят рядом как двоюродных братьев. Мы привыкли думать, что природа создает понятные нам семейства. Вот кошачье, вот медвежье, вот енотовые. И красная панда, казалось, должна была занять свое место в одной из этих коробок. Но она упорно не помещалась ни в одну. А теперь позвольте мне открыть ящик с пометкой «Секреты классификации». Правда в том, что красная панда — это не панда и не енот. Это создание настолько уникально, что является последним выжившим представителем целого отдельного семейства — Айлуриде. Представьте себе огромное древо жизни, где от основного ствола отходят мощные ветви — медведи, еноты, куньи. Так вот, семейство красных панд — это отдельная древняя ветвь, отделившаяся от общего предка хищников десятки миллионов лет назад. Все ее родственники давно вымерли, оставив на планете лишь это одно небольшое рыжее создание. Она — живое ископаемое, одинокий путешественник во времени, несущий в своей ДНК историю целого мира, который мы никогда не увидим. Ее сходство с енотом — это результат конвергентной эволюции, когда разные виды, приспосабливаясь к схожим условиям, приобретают похожие черты. А с большой пандой ее роднит лишь название, которое европейцы дали ей раньше — и диета. Генетически большая панда — это медведь, а красная панда — это красная панда. Единственная в своем роде. Миф о ее родственниках родился из нашего человеческого желания все упростить и каталогизировать. Но природа не всегда играет по нашим правилам. Иногда она создает шедевр и оставляет его в единственном экземпляре, как напоминание о том, что не все тайны можно разложить по полочкам. Красная панда — это не недостающее звено, это целая оборванная цепь. И осознание этого одиночества куда более впечатляющее, чем любая выдуманная родословная. От этого одинокого создания в горах мы перенесемся к двум другим, которых наше воображение, наоборот, упорно пытается свести вместе на ледяных просторах, хотя их встреча в природе невозможна. Миф номер 3. Несостоявшаяся встреча на вершине мира. Закройте глаза и представьте себе идеальный зимний пейзаж. Белоснежные просторы, ледяные торосы, сверкающие под холодным солнцем. А теперь населите эту картину ее самыми знаковыми обитателями. Кто приходит на ум? Конечно же, величественный белый медведь, хозяин Арктики и забавный неуклюжий пингвин в своем безупречном фраке. На протяжении десятилетий эта пара стала неразлучной в нашем культурном коде. Они появляются вместе на рождественских открытках, в мультфильмах, на упаковках конфет и в рекламных роликах. Их образы слились в единый символ вечного холода и полярной жизни. Нам кажется абсолютно естественным, что белый медведь, проголодавшись, мог бы поохотиться на колонию пингвинов. Эта картина так прочно засела в нашем сознании, что вопрос, почему белые медведи не едят пингвинов, стал популярной детской загадкой. Мы верили в этот миф, потому что он создавал гармоничную, хоть и жестокую, экосистему в нашем воображении. Он упрощал мир, сводя все ледяные пустыни планеты к одному общему знаменателю, к одному общему полюсу, где эти два создания просто обязаны были встретиться. Но теперь время взглянуть на глобус и осознать всю абсурдность этой картины. Величайшее разоблачение этого мифа заключается не в биологии или повадках животных, а в простой, неумолимой географии. Белые медведи — жители Северного полюса, Арктики. Их мир — это дрейфующие льды Северного ледовитого океана, побережье Гренландии, Канады, России. Пингвины же — обитатели Южного полушария. Большинство из них живет в Антарктиде, на Южном полюсе, а некоторые виды встречаются даже на побережьях Южной Америки, Африки и Австралии.
Их разделяет не просто несколько тысяч километров воды, их разделяет вся планета. Они живут на противоположных концах света и в дикой природе никогда, ни при каких обстоятельствах не встречались и не встретятся. Белый медведь никогда не видел пингвина, а пингвин — белого медведя. Этот миф — ярчайший пример того, как наше воображение создает собственные миры, игнорируя реальность. Мы объединили двух самых харизматичных обитателей холода в одну историю, потому что так было проще и красивее. Правда же в том, что Арктика и Антарктика — это два совершенно разных, изолированных мира. В Арктике есть медведи, но нет пингвинов. В Антарктике есть пингвины, но нет никаких крупных сухопутных хищников, подобных медведю, что и позволило им эволюционировать в нелетающих птиц. Это несостоявшаяся встреча не причуда природы, а фундаментальный закон планетарной географии. И если эта выдуманная встреча на полюсах мира кажется безобидной фантазией, то следующий миф, который мы разберем, рожден из настоящего, липкого страха, который заставляет нас затыкать уши по ночам и с содроганием смотреть на самых обычных насекомых. Миф номер 4. Кошмар, шепчущий в ухе. Есть страхи, которые передаются шепотом в полумраке детских комнат или у ночного костра. Они не записаны в учебниках, но живут в нашей памяти куда прочнее любой научной истины. Один из таких страхов связан с маленьким неприметным насекомым с грозными клешнями на конце брюшка — уховерткой. Само ее имя в русском и многих других языках звучит как приговор. Легенда гласит, что это создание ночи имеет зловещую привычку. Пока вы спите, оно заползает в ваш ушной канал, пробирается вглубь к самому мозгу, где откладывает свои яйца. Этот образ настолько ужасен, настолько первобытен, что парализует волю. Он играет на нашем страхе перед уязвимостью во сне, перед вторжением в самое сокровенное — наш разум. Веками этот миф передавался из поколения в поколение как непреложная истина, как предостережение. Люди с опаской спали на природе, матери проверяли уши своих детей, а само слово «уховертка» стало синонимом чего-то мерзкого и проникающего. Вера в это была абсолютной, потому что она объясняла и пугающее название насекомого, и его скрытный ночной образ жизни. Это был идеальный монстр для страшилки, маленький, вездесущий и нацеленный на самое беззащитное место. Однако, когда мы зажигаем свет разума и науки, этот ночной кошмар рассеивается как дым. Правда в том, что вся эта история — стопроцентная городская легенда, не имеющая под собой абсолютно никаких оснований. Да, как и любое другое мелкое насекомое, уховертка теоретически может случайно заползти в ухо спящего человека, приняв его за укромное темное убежище. Но на этом всякая связь с мифом заканчивается. Во-первых, ее клешни или церки не предназначены для бурения плоти. Они служат для защиты, удержания добычи и складывания крыльев. Они не способны прогрызть барабанную перепонку или кости черепа. Путь к мозгу для нее физически закрыт. Во-вторых, и это самое главное, уховертки не откладывают яйца в живых существах. Они — заботливые матери, которые устраивают гнезда во влажной почве или под корой деревьев и ревностно охраняют свою кладку. Идея отложить яйца в чужом мозге для них так же абсурдна, как для птицы свить гнездо под водой. Этот миф, вероятно, родился в средневековой Европе из-за суеверного страха перед всем, что ползает и прячется в темноте, и был подкреплен зловещим названием. На самом деле уховертка — безобидное для человека насекомое, играющее свою роль в экосистеме. Она не опаснее любого другого жука или паука, случайно забредшего в ваш дом. Но миф оказался сильнее правды, потому что он апеллирует не к логике, а к глубинному иррациональному страху. И пока мы оставляем позади этот вымышленный ужас, следующий наш архивный документ поведает о человеке, чье учение было превращено в религию, хотя он сам никогда не считал себя пророком. Миф номер 5. Пророк, который не был пророком. В истории человечества есть имена, которые звучат как колокола, возвещая о целых эпохах и цивилизациях. Одно из таких имен — Конфуций.
Для миллионов людей на Западе и даже для многих на Востоке его фигура окутана ореолом религиозного основателя, пророка, создавшего учение, подобное буддизму или христианству. Мы представляем себе храмы, воздвигнутые в его честь, ритуалы, совершаемые его последователями, и священные тексты, которые воспринимаются как божественное откровение. Этот образ Конфуция, как создателя конфуцианства религии, так прочно вошел в массовое сознание, что кажется незыблемым. Мы говорим о конфуцианстве как о одной из мировых религий, ставя его в один ряд с другими великими вероучениями. Мы верим в это, потому что это упрощает сложную картину китайской мысли, сводя ее к знакомой нам модели. Был основатель, он принес учение, и из него выросла религия. Это удобная и понятная схема, которая, казалось бы, объясняет огромное влияние этого человека на историю Китая и всей Восточной Азии. Но если мы заглянем в свитки, написанные во времена династии Чжоу, мы увидим совершенно другого человека. Настоящий Кунцзы, или учитель Кун, живший более 2500 лет назад, никогда не считал себя основателем религии. Он был философом, мыслителем, государственным чиновником и, прежде всего, педагогом. Его не интересовали вопросы загробной жизни, сотворения мира или природы божеств. Когда ученики спрашивали его о духах, он отвечал: «Не научившись служить людям, как можно служить духам?» Его учение было целиком и полностью посвящено земной жизни. Как построить справедливое и гармоничное общество? Как должен вести себя благородный муж? Какими должны быть отношения между отцом и сыном, правителем и подданным? Он говорил об этике, ритуале, гуманности и долге. Он не проповедовал, а вел беседы, не создавал догматов, а призывал к размышлению. Превращение Конфуция в объект религиозного поклонения началось лишь спустя несколько столетий после его ухода, во времена династии Хань. Тогда императоры, ища идеологическую опору для своей власти, взяли его философию, систематизировали ее и превратили в государственный культ. Были построены храмы, введены обязательные ритуалы поклонения его духу, а его труды стали каноном, который нужно было заучивать наизусть. Таким образом, не Конфуций создал религию, а империя создала религию из его имени и его учения, зачастую искажая его первоначальный смысл. Он был мудрецом, искавшим гармонию в мире людей, а его превратили в божество, которому молились о земных благах. Этот миф скрывает фундаментальную разницу между философией, стремящейся улучшить этот мир, и религией, обращающейся к миру иному. И от мудреца, чье наследие было переписано, мы перейдем к императору, чьи реформы обросли не менее стойкими, но такими же неточными мифами. Миф номер 6. Кофейные зерна и бритые подбородки империи. Возвышаясь над историей России, словно медный всадник над Невской волной, стоит фигура Петра I. Его образ в народной памяти выкован из решительных, почти карикатурных черт. Он — царь-плотник, царь-реформатор, который одним махом прорубил окно в Европу. И среди множества мифов, окружающих его деятельность, два укоренились особенно прочно. Первый — о том, что именно Петр заставил дремучих русских бояр пить кофе, силой насаждая этот европейский напиток. Второй — что главным символом его европеизации стало принудительное бритье бород, которое он лично проводил с топором в руках. Эти две картины — боярин, морщась, пьющий горький напиток, и другой, со слезами на глазах, прощающийся с окладистой бородой, стали квинтэссенцией петровских реформ в массовом сознании. Мы верим в эти мифы, потому что они яркие, драматичные и простые. Они сводят сложные социальные и культурные преобразования к двум понятным, почти анекдотическим действиям. Они рисуют Петра как эдакого варварского просветителя, который тащил свою страну в будущее за бороды и поил ее цивилизацией из кофейной чашки. Однако, если мы обратимся к архивным указам и свидетельствам современников, картина окажется куда сложнее и интереснее. Начнем с кофе. Этот напиток действительно появился в России в Петровскую эпоху, но он не был инструментом массовой культурной реформы.
Петр и его окружение действительно употребляли кофе, но он оставался экзотическим и дорогим удовольствием для узкого круга аристократии. Массовое распространение кофе в России началось гораздо позже, уже во второй половине XVIII века, при Екатерине II. Миф о насаждении кофе силой — это красивое преувеличение, рожденное из желания подчеркнуть радикальность петровских нововведений. Что касается бород, то здесь правда и вымысел переплелись теснее. Петр действительно издал указ о бродобритии в 1698 году. И это был шокирующий удар по традиционному укладу. Борода для русского человека того времени была не просто украшением, а символом веры, мужской чести и достоинства. Однако знаменитые сцены, где царь лично орудует топором или ножницами, относятся лишь к нескольким первым показательным акциям, устроенным для устрашения самых упрямых. Основным инструментом реформы был не топор, а экономика. Был введен специальный налог на бороду, и каждый, кто хотел сохранить ее, должен был платить немалые деньги и носить специальный медный знак — бородовую копейку. Таким образом, бритье бород было не просто прихотью царя, а частью более широкой реформы, направленной на визуальное отделение нового, служивого дворянства от старой аристократии и простого народа, а также на пополнение казны. Миф упростил эту многогранную меру до акта простого насилия, упустив из виду ее социальный и финансовый подтекст. Реформы Петра были не серией анекдотов, а сложным и болезненным процессом, и истинная его драма куда глубже, чем мифы о кофе и бородах. От одного великого реформатора, чья деятельность обросла легендами, мы перенесемся в другую эпоху и на другой континент. К человеку, которого история запомнила как единственного лидера великого движения, хотя на самом деле он был лишь самым ярким его голосом. Миф номер 7. Одинокий голос революции. Когда мы слышим слова «борьба за гражданские права в США», в нашем сознании немедленно возникает один образ, один голос, одно имя — Мартин Лютер Кинг-младший. Его речь «У меня есть мечта», произнесенная на ступенях мемориала Линкольна, стала гимном целого поколения. Его фигура, пастора, проповедника ненасильственного сопротивления, получившего Нобелевскую премию мира и павшего от пули убийцы, канонизирована и превращена в икону. История, которую нам рассказывают, часто звучит как повесть об одном герое. Кажется, что именно он в одиночку вел за собой миллионы, что именно его идеи и его жертва привели к отмене сегрегации и принятию ключевых законов о гражданских правах. Этот миф об одиноком лидере очень удобен. Он дает движению лицо, символ, понятную и вдохновляющую историю о том, как один великий человек может изменить мир. Мы верим в это, потому что это соответствует классическому героическому повествованию, к которому мы так привыкли. Но правда, как это часто бывает, гораздо многограннее и справедливее ко многим забытым именам. Мартин Лютер Кинг, без сомнения, был выдающейся и ключевой фигурой, но он не был единственным лидером движения. Он был скорее его самым заметным и харизматичным представителем, его голосом, который слышал весь мир. На самом деле, движение за гражданские права было огромной разветвленной сетью организаций и активистов, у каждого из которых была своя роль и своя идеология. Была Роза Паркс, чье мужественное «нет» в автобусе в Монтгомери в 1955 году зажгло пламя массовых протестов. Был Малкольм Экс, чей радикальный, огненный национализм и призывы к самообороне представляли собой мощную альтернативу ненасильственной философии Кинга. Был Аса Филипп Рэндольф, ветеран рабочего движения, который организовывал марши на Вашингтон задолго до Кинга. Были тысячи безымянных студентов, которые устраивали сидячие забастовки в закусочных, активистов, которые регистрировали избирателей на глубоком юге, рискуя своими жизнями. Движение было полифоничным. В нем звучали разные голоса, велись ожесточенные споры о тактике и стратегии. Фокусировка истории исключительно на докторе Кинге не только умаляет вклад сотен других лидеров и тысяч рядовых участников, но и упрощает само движение, сводя его к одной единственной идеологии.
Кинг стал его символом благодаря своему невероятному ораторскому дару, моральному авторитету и трагическим образом своей мученической кончине. Но за его спиной стояла целая армия героев, чьи имена история не должна забывать. И от человека, чья смерть во многом и создала его легенду, мы перейдем к другому великому деятелю, чьи последние дни и причины ухода из жизни также стали жертвой стойкого и унизительного мифа. Миф номер 8. Последние дни в тени позора. Оскар Уайльд. Это имя — синоним блестящего остроумия, эстетства, гениальности и трагедии. Его жизнь была произведением искусства, а его падение — греческой драмой, разыгравшейся в туманном Лондоне конца XIX века. И когда речь заходит о его смерти, в общественном сознании всплывает одна и та же мрачная картина. Великий писатель, сломленный, опозоренный, умирает в нищете в дешевой парижской гостинице от сифилиса, постыдной болезни, которая в те времена считалась расплатой за распутный образ жизни. Этот миф стал последним, самым жестоким аккордом в его трагической судьбе. Он идеально вписывался в викторианскую мораль. Гений, поправший законы общества, был наказан не только тюрьмой, но и мучительной, унизительной смертью. Эта версия его конца была так убедительна, потому что она предлагала нравоучительный финал. Она превращала сложную человеческую драму в простую притчу о грехе и возмездии. И этот финал устраивал многих, кто осуждал Уайльда при жизни. Однако медицинские архивы и свидетельства его друзей, которые были с ним до последнего вздоха, рассказывают совсем другую историю. Оскар Уайльд умер не от сифилиса. Он скончался в ноябре 1900 года от острого менингита. А причиной менингита, в свою очередь, стало осложнение после хронической ушной инфекции, среднего отита, который мучил его много лет и обострился после падения в тюрьме. За несколько недель до смерти ему даже была сделана хирургическая операция на ухе, но она, увы, не помогла. Что касается сифилиса, то нет никаких достоверных медицинских доказательств, что он страдал этим заболеванием на поздней стадии. Этот слух, скорее всего, был пущен его недругами и подхвачен биографами, которые искали сенсаций и драматизма. Да, последние годы Уайльда прошли в бедности и изгнании. После освобождения из тюрьмы он был разорен и покинут многими, но не всеми. У него оставались верные друзья, которые поддерживали его финансово и морально. И он не был полностью забыт. Его произведения, хоть и под псевдонимами, продолжали издаваться. Миф о смерти от сифилиса — это посмертная клевета, пятно, брошенное на его память, чтобы сделать его трагедию еще более поучительной для ханжеского общества. На самом же деле его уход был результатом несчастного стечения медицинских обстоятельств, а не божественной кары. От трагедии одного человека, чье наследие было искажено, мы обратимся к наследию целой цивилизации, воплощенному в камне, чье предназначение менялось так же драматично, как и судьбы людей вокруг него. Миф номер 9. Мраморный храм с 1000 жизней. Когда мы думаем об Афинском Парфеноне, в нашем воображении возникает величественная идеальная картина. Сияющий на солнце белый мрамор, стройные колонны, безупречные пропорции. Это символ античной Греции, колыбель демократии и философии, храм, посвященный богине-воительнице Афине. Мы видим его как нетронутый памятник одной эпохи, одному культу, одному народу. В нашем сознании он застыл в своем первозданном великолепии, как вечный монумент классической древности. Этот миф о чистом античном храме поддерживается бесчисленными репродукциями, учебниками истории и туристическими открытками. Нам хочется верить, что это сооружение пронесло сквозь тысячелетия свою единственную, изначальную суть, что оно всегда было домом для богини мудрости и больше ничем. Эта вера удобна, она создает ощущение незыблемости и связи с золотым веком человечества. Но настоящий Парфенон — это не статичный памятник, а живой организм, чье тело изранено шрамами истории и чья душа менялась вместе с верованиями людей, живших у его подножия. Его история после падения античного мира
это захватывающий и трагический роман. Да, он был построен в V веке до нашей эры как храм Афины, но это было лишь его первое рождение. С приходом христианства, примерно в VI веке нашей эры, он был превращен в христианскую церковь, посвященную Деве Марии, собор Афинской Богоматери. Его внутреннее убранство было изменено, языческие скульптуры уничтожены или вывезены, на стенах появились фрески с ликами святых. На протяжении почти 1000 лет он был одним из важнейших православных соборов Византийской империи. Затем, в XV веке, Афины были завоеваны Османской империей, и история храма сделала новый виток. Он стал мечетью. К нему был пристроен минарет, а христианские символы были заменены на мусульманские. Так он простоял еще около 200 лет. Самая же страшная трагедия произошла в 1687 году во время войны между венецианцами и турками. Османы, оборонявшие Акрополь, устроили в Парфеноне пороховой склад, наивно полагая, что христиане-венецианцы не посмеют стрелять по зданию, которое когда-то было церковью. Они ошиблись. Венецианское ядро попало прямо в склад, и чудовищный взрыв разнес центральную часть храма, превратив его в те руины, которые мы видим сегодня. Таким образом, Парфенон был не только языческим храмом, но и христианской церковью и мусульманской мечетью, и в конечном счете военной крепостью и складом боеприпасов. Его история — это отражение всей бурной истории Средиземноморья. Миф о вечном храме Афины скрывает от нас эту удивительную и драматичную биографию, полную трансформаций и потерь. И от одного древнего сооружения, чья история была переписана, мы отправимся на поиски самого старого города в мире и обнаружим, что этот титул — предмет ожесточенных споров. Миф номер 10. Гонка за звание колыбели цивилизации. Есть в истории титулы, которые звучат как абсолютная истина. Один из них — Дамаск, самый древний, непрерывно населенный город на Земле. Эту фразу можно услышать от гидов, прочитать в путеводителях и энциклопедиях. Она создает образ города-патриарха, который видел рождение и смерть империй, слышал языки, давно ставшие мертвыми, и хранит в своих камнях память всего человечества. Легенда о Дамаске, как о старейшем городе, подкрепляется ссылками на Библию и археологические находки, свидетельствующие о поселениях в этом оазисе на протяжении тысячелетий. Мы охотно верим в этот миф, потому что он дает нам точку отсчета, некий исторический полюс, от которого можно измерять возраст других городов. Он вносит порядок в хаотичную хронологию человеческой цивилизации, даруя одному месту исключительный, почти священный статус. Однако, когда археологи и историки начинают сверять свои хронометры, эта незыблемая истина начинает колебаться. Правда в том, что титул самого древнего непрерывно населенного города — это не научный факт, а скорее предмет гордости и ожесточенных дебатов. Дамаск, безусловно, один из древнейших. Есть свидетельство, что поселение на его месте существовало еще 10 тысяч лет до нашей эры. Но доказательства именно непрерывного проживания на протяжении всего этого времени довольно туманны, особенно в некоторые периоды. И у него есть несколько очень серьезных конкурентов. Например, палестинский город Иерихон. Археологические раскопки там обнаружили остатки поселений, которым более 11 тысяч лет, включая знаменитую Иерихонскую башню, одно из древнейших каменных сооружений в мире. Еще один претендент — ливанский город Библ, Джубейль, который был крупным портом и городом на протяжении как минимум 7 тысяч лет, без каких-либо явных перерывов. Нельзя сбрасывать со счетов и сирийский Алеппо, Халеб, который, до недавних трагических событий, также претендовал на непрерывную историю в несколько тысячелетий. Проблема заключается в самой формулировке. Что считать городом? Что считать непрерывным проживанием? Если на месте поселения была небольшая деревня, а потом оно снова разрослось до города, считается ли это непрерывностью? Из-за этих сложностей и неполноты археологических данных ни один ученый не возьмется с абсолютной уверенностью отдать пальму первенства одному из этих городов. Дамаск
один из патриархов. Но называть его единственным и самым старшим значит игнорировать его не менее древних братьев. Миф о его уникальном статусе родился из желания иметь простой и окончательный ответ на сложный исторический вопрос. Но история редко дает такие ответы, и от древних городов Ближнего Востока мы перенесемся к сердцу России, к крепости, чей образ в сознании многих людей несправедливо сведен лишь к ее внешним стенам. Миф номер 11. Красные стены, скрывающие город. Для сотен миллионов людей по всему миру слово «Кремль» вызывает в воображении один и тот же четкий образ. Массивные зубчатые стены из красного кирпича, увенчанные высокими башнями с рубиновыми звездами. Это символ России, синоним ее власти, мощная и неприступная крепость, которую показывают во всех новостных репортажах. В сознании многих, особенно за пределами страны, Кремль — это и есть эти стены и башни. Он воспринимается как единое монолитное оборонительное сооружение, внутри которого находятся некие правительственные здания. Этот миф о Кремле, как о просто стенах, очень живуч, потому что его внешний вид настолько иконичен и узнаваем, что заслоняет собой все остальное. Он стал визуальным клише, которое так легко воспроизводить и воспринимать, что мало кто задумывается о том, что же на самом деле скрывается за этими красными стенами. На самом же деле Московский Кремль — это не просто крепость. Это целый город в городе, сложнейший архитектурный и исторический ансамбль, который формировался на протяжении многих столетий. Стены и башни — это лишь его внешняя оболочка, его шкатулка, а внутри нее хранятся настоящие сокровища. В центре Кремля раскинулась соборная площадь, на которой стоят три великих собора: Успенский, где венчались на царство русские цари, Архангельский, их усыпальница, и Благовещенский, их домовая церковь. Рядом возвышается колокольня Ивана Великого, на протяжении веков бывшая самым высоким зданием Москвы. Здесь же находится Грановитая палата, древнейший парадный зал, и Большой Кремлевский дворец, бывшая резиденция императоров. Здесь стоит здание Сената, где сегодня располагается рабочий кабинет президента. Здесь же находится и оружейная палата, сокровищница, хранящая шапку Мономаха, царские регалии, доспехи и кареты. Кремль — это духовный, исторический и политический центр страны, на территории которого переплелись эпохи и стили от древнерусского зодчества до классицизма и советского ампира. Сводить его лишь к стенам — это все равно, что судить о книге по обложке, не открыв ее. Этот миф объединяет наше понимание одного из самых значимых исторических комплексов мира, превращая живой многогранный город-музей в плоскую декорацию. И от символа Москвы мы перенесемся к символу Парижа, который также окружен мифом, но мифом о своем спасении, который не совсем соответствует действительности. Миф номер 12. Железная леди, спасенная войной. Есть история, которую обожают рассказывать парижские гиды. Она звучит как романтическая сказка о любви и искусстве. Когда в 1889 году Гюстав Эйфель построил свою знаменитую башню ко Всемирной выставке, парижане ее возненавидели. Элита города, писатели и художники писали гневные петиции, называя ее бесполезной и чудовищной, трагическим уличным фонарем. Башня была задумана как временное сооружение, и через 20 лет ее должны были разобрать. И вот здесь начинается миф. Легенда гласит, что за эти 20 лет парижане постепенно влюбились в ее ажурный силуэт. Они привыкли к ней. Она стала неотъемлемой частью городского пейзажа. И именно всенародная любовь и протесты горожан спасли ее от сноса. Эта история прекрасна. Она льстит парижанам и всем влюбленным в этот город. Она утверждает победу эстетического чувства над прагматизмом, превращая башню в памятник народной воле. Мы верим в это, потому что это красивая, вдохновляющая история. Но правда, как это часто бывает, гораздо более прозаична и прагматична. Любовь парижан, безусловно, сыграла свою роль, но она не была решающим фактором. Эйфелеву башню спасла не романтика, а наука и война.
Гюстав Эйфель был не только гениальным инженером, но и прозорливым бизнесменом. Понимая, что его творению грозит демонтаж, он начал активно искать для него практическое применение. С самого начала на вершине башни были установлены метеорологическая лаборатория и физический кабинет. Но главным спасением для нее стало изобретение радио. Башня оказалась идеальной, самой высокой в мире на тот момент радиоантенной. Уже в начале 20 века с нее велись первые эксперименты по беспроводной телеграфии. А с приближением Первой мировой войны ее стратегическое значение стало неоценимым. С вершины башни французская армия могла перехватывать радиосообщения противника, что давало ей огромное преимущество. Например, в 1914 году именно благодаря перехваченным с башни радиограммам удалось узнать о продвижении немецких войск и организовать контрудар, который вошел в историю как «Чудо на Марне» и спас Париж. После этого вопрос о сносе башни был снят навсегда. Она доказала свою незаменимость не как объект искусства, а как стратегически важный военный и научный объект. Так что своей жизнью «Железная леди Парижа» обязана не столько восторженным вздохом поэтов, сколько суровому голосу военного телеграфа. И от рукотворного символа, чья судьба была решена технологиями, мы перейдем к силам самой природы, чье разрушительное действие мы часто понимаем слишком однобоко. Миф номер 13. Огонь, дарующий жизнь. В нашем сознании лесной пожар — это абсолютное зло, безусловная катастрофа. Мы видим в новостях кадры пылающих лесов, спасающихся животных, выжженной, почерневшей земли. Кажется, что огонь — это враг леса, который уничтожает все живое и оставляет после себя лишь смерть и запустение. Эта картина настолько драматична и однозначна, что мы привыкли считать любой лесной пожар трагедией, которую необходимо предотвратить любой ценой. Миф о стопроцентном вреде лесных пожаров укоренился благодаря усилиям природоохранных служб, которые десятилетиями вели политику полного подавления огня. Мы верили в это, потому что это казалось логичным. Огонь сжигает деревья, значит, он вреден. Эта простая логика, однако, скрывала от нас сложную и парадоксальную правду о жизни леса. Истина, которую экологи осознали лишь во второй половине XX века, заключается в том, что огонь для многих экосистем не враг, а жизненно важный и необходимый элемент, своего рода санитар и катализатор обновления. Многие леса, особенно хвойные и саванны, эволюционировали на протяжении миллионов лет в условиях периодических пожаров, вызванных молниями. Они не просто приспособились к огню, они стали от него зависимы. Что же делает полезный пожар? Во-первых, он очищает лес от сухостоя, валежника и больного подлеска, предотвращая накопление горючего материала, который мог бы привести к гораздо более разрушительному верховому пожару. Он работает как прививка, вызывая небольшое контролируемое воспаление, чтобы избежать смертельной болезни. Во-вторых, пепел, остающийся после пожара, удобряет почву, возвращая в нее ценные минеральные вещества. В-третьих, и это самое удивительное, для многих растений огонь — это сигнал к размножению. Например, шишки некоторых видов сосен, таких как сосна Банкса, настолько плотно запечатаны смолой, что могут раскрыться и выпустить семена только под воздействием высокой температуры. Без пожара эти деревья просто не смогли бы продолжить свой род. Политика тотального тушения огня в 20 веке привела к парадоксальному результату. В лесах накопилось огромное количество мертвой древесины, и когда пожары все-таки случались, они становились катастрофическими, уничтожая даже те деревья, которые могли бы пережить обычный низовой пожар. Сегодня экологи пересматривают свое отношение к огню, понимая, что в некоторых случаях лучшее, что можно сделать, это дать природе сделать свое дело. И от огня земного мы обратимся к огню небесному, чье явление также окружено заблуждениями, связанными со временем года. Миф номер 14. Небесные огни полярной ночи. Когда мы говорим о полярном сиянии или авроре бореалис, в нашем воображении возникает картина долгой морозной полярной ночи. Мы представляем себе заснеженные пейзажи где-нибудь в Норвегии или на Аляске, и над ними в чернильно-черном небе
переливаются зеленые, фиолетовые и розовые всполохи. Этот образ так силен, что породил стойкий миф. Полярное сияние — это исключительно зимнее явление, которое можно увидеть только в самое темное и холодное время года. Туристы планируют свои поездки на сезон авроры с декабря по февраль. Фотографы кутаются в теплую одежду, ожидая небесного спектакля. Мы верим в это, потому что наш собственный опыт подсказывает, чем темнее небо, тем лучше видны звезды и другие небесные явления. Кажется логичным, что и для полярного сияния нужны идеальные условия темноты, которые обеспечивает только зима. Однако физика этого явления не подчиняется нашим земным сезонам. Правда в том, что полярное сияние происходит на планете круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это непрерывный процесс. Он вызывается потоком заряженных частиц от Солнца, так называемым солнечным ветром, который взаимодействует с магнитным полем и верхними слоями атмосферы Земли. Эта солнечная активность не зависит от того, зима на нашей планете или лето. Сияние есть над полюсами всегда, так почему же мы видим его в основном зимой? Ответ до смешного прост. Потому что только зимой в приполярных широтах бывает достаточно темно, чтобы его разглядеть. Летом в Арктике наступает полярный день, когда солнце не заходит за горизонт неделями, а то и месяцами. На фоне светлого или сумеречного неба разглядеть относительно тусклое свечение авроры невозможно, точно так же, как мы не видим звезды днем. Сияние никуда не исчезает, оно просто тонет в солнечном свете. Зимой же, наоборот, наступает полярная ночь, и темное небо на много часов становится идеальным холстом для этого космического художника. Таким образом, сезонность полярного сияния — это не физическое свойство самого явления, а лишь особенность его наблюдения с поверхности Земли. Оно не рождается зимой, оно просто становится видимым для нас. И от небесного явления, которое мы неправильно привязываем ко времени, мы перейдем к явлению геологическому, к вулкану, чья история, как многие думают, закончилась одним единственным катастрофическим взрывом. Миф номер 15. Призрак вулкана, вернувшийся из пепла. В аналах природных катастроф есть имя, которое звучит как рев самого ада — Кракатау. Его извержение в 1883 году было одним из самых мощных и разрушительных в современной истории. Взрыв был слышен за тысячи километров. Он вызвал гигантские цунами, унесшие жизни десятков тысяч человек, а пепел, выброшенный в атмосферу, на несколько лет изменил климат на всей планете. Эта катастрофа была настолько грандиозной, что она полностью затмила собой всю остальную историю вулкана. В массовом сознании Кракатау — это вулкан, который взорвался один раз в 1883 году и перестал существовать. Мы представляем себе, что на его месте осталась лишь зияющая дыра в океане, подводная кальдера, как вечный памятник его ярости. Миф о мертвом Кракатау удобен. Он ставит точку в этой страшной истории, превращая вулкан в событие прошлого, в исторический факт, который больше не представляет угрозы. Но природа не терпит пустоты, особенно в местах с такой геологической активностью. Правда гораздо более тревожна и fascinating. После взрыва 1883 года, который действительно уничтожил большую часть острова, на котором находился вулкан, Кракатау не умер. Он просто затаился. Вулканическая деятельность в этом месте не прекратилась. Уже в 1927 году, спустя менее чем полвека после катастрофы, моряки стали замечать столбы дыма и пепла, поднимающиеся из воды в центре кальдеры, оставшейся от старого вулкана. Из морских глубин начал расти новый вулканический конус. Местные жители дали ему имя Анак Кракатау, что в переводе с индонезийского означает «дитя Кракатау». И это дитя оказалось весьма беспокойным. На протяжении всего 20 и начала 21 века Анак Кракатау постоянно рос, извергался, менял свою форму. Он регулярно выбрасывал столбы пепла, изливал потоки лавы, напоминая о том, какая мощь дремлет под ним. В 2018 году произошло очередное крупное извержение, вызвавшее обрушение части конуса в море
и спровоцировавшее смертоносное цунами. Таким образом, Кракатау не просто не мертв, он возродился из пепла в виде своего потомка, который продолжает активную жизнь и по-прежнему представляет серьезную угрозу для региона. Миф о спящем гиганте скрывает от нас поразительную правду о непрерывном цикле разрушения и созидания, который происходит в вулканических точках нашей планеты. И от катастроф, связанных с вулканами, мы перейдем к другим сотрясениям Земли, которые, как многие ошибочно полагают, случаются только в определенных местах. Миф номер 16. Дрожь Земли в неожиданных местах. Спросите любого школьника, где происходят землетрясения, и он, скорее всего, уверенно ответит: на границах тектонических плит. Нам показывают карты, где эти границы отмечены красными линиями, и именно на них расположены самые сейсмически активные зоны мира — Тихоокеанское огненное кольцо, Япония, Калифорния, Чили. Эта модель проста, наглядна и логична. Мы представляем себе земную кору как мозаику из огромных плит, которые трутся друг от друга, сталкиваются и расходятся. И именно на их стыках высвобождается колоссальная энергия, вызывающая дрожь Земли. Этот миф о землетрясениях, происходящих только на границах плит, настолько прочно укоренился в нашем сознании, что сообщения о подземных толчках вдали от этих зон вызывают удивление и недоумение. Мы привыкли думать, что если ты живешь в центре континента, вдали от геологических разломов, то ты в полной безопасности. Однако наша планета — система куда более сложная, чем простая мозаика. Истина в том, что разрушительные землетрясения, хоть и гораздо реже, могут происходить и происходят в самых, казалось бы, стабильных местах, в глубине тектонических плит. Это явление называется внутриплитной сейсмичностью. Напряжение внутри плиты может накапливаться вдоль древних скрытых разломов, оставшихся от давно минувших геологических эпох. Эти шрамы на теле плиты могут внезапно ожить под действием напряжений, распространяющихся на тысячи километров от ее активных границ. Самым ярким и пугающим примером такого события является серия мощнейших землетрясений, произошедших зимой 1811-1812 годов в районе города Нью-Мадрид, штат Миссури, в самом сердце североамериканской плиты. Подземные толчки были настолько сильными, что они ощущались на большей части территории современных США, заставляли на время течь вспять реку Миссисипи и звонили в церковные колокола в Бостоне за 1500 километров от эпицентра. Если бы землетрясение такой силы произошло в этом густонаселенном регионе сегодня, последствия были бы катастрофическими. Эти события доказывают, что ни один уголок нашей планеты не застрахован от гнева недр на 100%. Миф о безопасности внутри континентов создает ложное чувство защищенности, в то время как геологическая история помнит, что Земля может содрогнуться там, где этого ожидаешь меньше всего. От тайн, скрытых в земной коре, мы перейдем к тайнам, скрытым в нашем собственном теле и разуме, и рассмотрим, как интеллект связан с нашим здоровьем. Миф номер 17. Гений, застрахованный от болезней. В культуре существует устойчивое, почти благоговейное отношение к высокому интеллекту. Мы смотрим на людей с высоким IQ как на своего рода сверхлюдей, чей острый ум, кажется, должен давать им преимущество во всех сферах жизни. Из этого восхищения родился весьма соблазнительный миф. Люди с высоким IQ живут дольше и болеют реже. Эта идея кажется очень логичной. Умный человек, скорее всего, лучше понимает принципы здорового образа жизни, способен анализировать информацию о медицине, зарабатывает больше денег, что дает доступ к качественному здравоохранению, и лучше справляется со стрессом благодаря развитым когнитивным способностям. Кажется, что интеллект — это своего рода универсальный щит, защищающий и от глупых решений, и от болезней. Мы верим в этот миф, потому что он подтверждает нашу веру в справедливость. Ум вознаграждается долгой и здоровой жизнью. Однако, когда ученые из статистики начинают разбирать этот вопрос, они видят не прямую дорогу, а запутанный клубок взаимосвязей.
Правда в том, что прямая причинно-следственная связь между высоким IQ и долголетием не доказана. Да, статистика действительно показывает положительную корреляцию. В среднем люди с более высокими показателями интеллекта живут немного дольше. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Что является причиной, а что следствием? Высокий IQ не является волшебной таблеткой, которая сама по себе укрепляет иммунитет или чинит клетки. Скорее всего, он является одним из факторов, который влияет на другие, более важные переменные. Например, люди с высоким IQ чаще получают лучшее образование. А лучшее образование, в свою очередь, ведет к более высокооплачиваемой и менее опасной работе, лучшему доступу к медицине, более здоровым привычкам, например, меньшему проценту курящих. То есть на продолжительность жизни влияет не сам по себе интеллект, а весь комплекс социально-экономических факторов и образа жизни, который с ним часто, но не всегда связан. Более того, некоторые исследования показывают, что люди с очень высоким IQ могут быть более склонны к определенным психологическим расстройствам, таким как тревожность или депрессия, что никак не способствует здоровью. Миф об IQ как о панацее опасен тем, что он упрощает сложнейшую систему факторов, влияющих на наше здоровье, и создает несправедливую иерархию, где умные якобы лучше и на биологическом уровне. Но от невидимых процессов в нашем организме мы перейдем к медицинским технологиям, которые мы видим, но часто неверно понимаем их принцип действия. Миф номер 18. Невидимые лучи магнитного поля. В современном мире медицинская диагностика шагнула далеко вперед, и одним из ее самых мощных инструментов стала томография. Однако для большинства пациентов, далеких от физики, все эти сложные аппараты сливаются в одно пугающее целое. И из этого непонимания родился распространенный и очень стойкий миф. МРТ, или магнитно-резонансная томография, используют радиацию, так же как рентген или КТ. Многие люди боятся этой процедуры, полагая, что она облучает их организм, и с опаской относятся к направлениям врачей, особенно если обследований нужно сделать несколько. Этот страх подпитывается самим видом аппарата. Огромный туннель, гудящий и щелкающий, куда пациента помещают целиком. Все это создает ощущение серьезного, почти ядерного вмешательства в организм. Миф о радиации в МРТ живет, потому что он опирается на общую тревогу перед невидимым и потенциально опасным излучением, которое мы привыкли ассоциировать с продвинутой медициной. Но здесь мы сталкиваемся с фундаментальным заблуждением, основанным на путанице в терминах и технологиях. Правда в том, что МРТ не имеет к радиации, то есть к ионизирующему излучению, абсолютно никакого отношения. Ее принцип действия основан на совершенно других физических явлениях. Внутри аппарата МРТ создается очень мощное, но абсолютно безвредное для человека магнитное поле. Это поле заставляет протоны в атомах водорода, из которых в основном и состоит наш организм, ведь мы на большую часть состоим из воды, выстроиться в определенном порядке, как крошечные стрелки компаса. Затем аппарат посылает в тело короткие радиочастотные импульсы, по сути, радиоволны, которые сбивают эти протоны с их строя. Когда импульс прекращается, протоны возвращаются в исходное положение и при этом сами испускают слабый радиосигнал. Этот ответный сигнал улавливается детекторами томографа, и компьютер на его основе строит невероятно подробное послойное изображение внутренних органов, особенно мягких тканей. Таким образом, в МРТ на вас действуют только магнитное поле и радиоволны, которые окружают нас и в повседневной жизни, например, от радиостанций или мобильных телефонов, и не обладают достаточной энергией, чтобы повредить клетки. Радиация же, то есть рентгеновские лучи, используются в другой процедуре, в КТ или компьютерной томографии. Путая эти два метода, люди переносят обоснованные опасения по поводу облучения при КТ на совершенно безопасную процедуру МРТ. И от страхов перед медицинскими аппаратами мы перейдем к более обыденным, но не менее опасным заблуждениям, связанным с летним солнцем. Миф номер 19. Багровый поцелуй солнца, который пройдет сам лето. Солнце, пляж. Мы все любим это время и стремимся получить красивый загар. Но иногда увлечение солнечными ваннами заканчивается плачевно. Кожа краснеет, болит, горит. Солнечный ожог.
В нашем обществе к этому явлению сложилось довольно легкомысленное отношение. Распространенный миф гласит, что солнечный ожог — это неприятно, но не страшно, и что он пройдет сам. Нужно лишь немного потерпеть или помазать кожу сметаной. Мы воспринимаем его как временный косметический дефект, досадную, но неизбежную часть летнего отдыха. Эта вера в безобидность солнечных ожогов очень удобна. Она позволяет нам не слишком беспокоиться о защите от солнца и не обращаться к врачу из-за такой, казалось бы, мелочи. Мы думаем, ну, обгорел, через пару дней кожа облезет и все будет в порядке. Однако дерматологи и онкологи бьют тревогу, потому что за этим легкомысленным мифом скрывается серьезная угроза для здоровья. Правда в том, что солнечный ожог — это не просто покраснение. Это радиационный ожог, вызванный ультрафиолетовым излучением, которое повреждает ДНК в клетках кожи. Когда кожа краснеет и воспаляется, это реакция иммунной системы, которая пытается избавиться от поврежденных клеток, способных переродиться в раковые. Шелушение кожи через несколько дней — это и есть процесс отторжения мертвых, поврежденных слоев эпидермиса. Да, легкий ожог действительно проходит сам, в том смысле, что внешние симптомы исчезают. Но каждое такое повреждение оставляет след в памяти кожи. Клетки, чья ДНК была повреждена, но которые выжили, могут в будущем дать начало развитию меланомы или других видов рака кожи. Риск кумулятивный. Чем больше солнечных ожогов вы получили в течение жизни, особенно в детстве, тем выше ваши шансы заболеть раком в будущем. Сильные же ожоги с волдырями и повышением температуры требуют немедленной медицинской помощи, так как могут привести к обезвоживанию и вторичной инфекции. Таким образом, миф о безобидности ожогов — это опасное заблуждение, которое заставляет нас пренебрегать собственным здоровьем. Это не просто временный дискомфорт, а реальный фактор риска одного из самых агрессивных видов рака. И от одной красной темы мы перейдем к другой, связанной с популярным мифом о продуктах, которые якобы мгновенно улучшают состав нашей крови. Миф номер 20. Кровавый цвет здоровья. В мире народной медицины и бабушкиных советов существует целая категория продуктов, которым приписывают почти магические свойства. Один из самых стойких мифов в этой области связан с повышением гемоглобина. Легенда гласит, что если у вас низкий гемоглобин или анемия, нужно есть больше красных продуктов — свеклу, гранаты, красное мясо, и они чуть ли не мгновенно поднимут уровень железа в крови. Особенно прочно эта вера связана со свекольным соком. Его насыщенный кроваво-красный цвет кажется прямым доказательством его эффективности. Логика проста. Продукт красный как кровь, значит, он полезен для крови. Многие люди, столкнувшись с анемией, начинают активно пить свекольный сок, ожидая быстрого результата. И даже изменение цвета мочи после употребления свеклы воспринимают как знак того, что организм чистится и гемоглобин растет. Но когда мы обращаемся к биохимии и диетологии, эта красивая и простая картина рассыпается. Правда в том, что цвет продукта не имеет никакого прямого отношения к его способности повышать гемоглобин. Да, некоторые красные продукты, как, например, красное мясо, действительно богаты железом, причем в легко усвояемой гемовой форме. Но свекла и гранаты, вопреки мифу, содержат относительно немного железа. В 100 граммах свеклы его гораздо меньше, чем, например, в гречке или чечевице. Более того, железо из растительных источников, не гемовое, усваивается организмом гораздо хуже, и для его всасывания необходимы определенные условия, например, наличие витамина С. Процесс повышения гемоглобина — это сложный и медленный биохимический процесс. Железо должно сначала всосаться в кишечнике, затем попасть в кровь, транспортироваться в костный мозг, и только там из него будут синтезироваться новые молекулы гемоглобина для эритроцитов. Этот процесс занимает не часы, а дни и недели. Никакой продукт не может повысить гемоглобин мгновенно. А характерный красный цвет мочи после употребления свеклы — это вообще не связанное с кровью явление. Он вызван пигментами бета-цианинами, которые содержатся в свекле и у некоторых людей не полностью расщепляются в желудке, выводясь из организма в неизменном виде.
Это совершенно безвредная физиологическая особенность, не имеющая никакого отношения ни к состоянию почек, ни к уровню гемоглобина. Миф о красных продуктах — это пример магического мышления, когда внешнее сходство принимается за внутреннюю связь. И от мифов, связанных с нашим телом, мы переходим к мифам, которые управляют нашим восприятием самой судьбы. Миф номер 21. Маятник судьбы и закон равновесия. В жизни каждого человека бывают трудные периоды. Проблемы на работе, неудачи в личной жизни, финансовые трудности. Кажется, что все идет наперекосяк. В такие моменты мы ищем утешение, и одной из самых популярных форм такого утешения является вера в так называемый закон равновесия. За черной полосой обязательно последует белое. Эта идея глубоко укоренилась в народной мудрости и культуре. Мы говорим: «Ночь темнее всего перед рассветом». Не было бы счастья, да несчастье помогло. Этот миф о цикличности удачи дает нам надежду. Он превращает хаотичную и непредсказуемую жизнь в упорядоченную систему, где страдания обязательно будут вознаграждены, а неудача — это лишь прелюдия к будущему успеху. Верить в это очень комфортно. Это помогает пережить трудные времена, не впадая в отчаяние. Мы цепляемся за эту мысль как за спасательный круг, веря, что сама судьба или Вселенная позаботится о восстановлении справедливости. Однако, если мы посмотрим на мир с точки зрения статистики и теории вероятностей, этот красивый и утешительный миф не выдерживает никакой критики. Правда в том, что в жизни нет никакого встроенного закона маятника. Полосы удач и неудач — это не более чем результат случайных событий и наших собственных действий. Наше сознание имеет склонность искать закономерности там, где их нет. Когда после серии неудач происходит что-то хорошее, мы воспринимаем это как подтверждение закона, игнорируя все те случаи, когда за черной полосой следовало еще более черное. Это называется склонность к подтверждению своей точки зрения. С точки зрения математики, каждое событие в большинстве случаев не зависит от предыдущего. Если вы 10 раз подбросили монетку и все 10 раз выпал орел, это не значит, что в 11-й раз вероятность выпадения решки стала выше. Она по-прежнему составляет 50%. Точно так же серия неудач не накапливает в вашей судьбе некий долг по удаче, который Вселенная обязана вам вернуть. Да, со временем обстоятельства меняются, мы сами прилагаем усилия, чтобы выйти из кризиса, и это может привести к улучшению ситуации. Но это результат наших действий и новых случайных факторов, а не работы некоего мистического закона равновесия. Миф о черных и белых полосах — это психологический защитный механизм, который помогает нам справляться с неопределенностью. Но он также может быть и вреден, если заставляет нас пассивно ждать, когда белая полоса наступит сама, вместо того, чтобы активно работать над решением проблем. И от этого вселенского суеверия мы перейдем к другому, гораздо более локальному, но не менее интересному, связанному с обычным порогом в доме. Миф номер 22. Незримая граница на пороге дома. Не здоровайся через порог. Не передавай ничего через порог. Эти предостережения знакомы многим с детства. Мы слышали их от бабушек и матерей, и даже став взрослыми, многие из нас инстинктивно делают шаг вперед или просят гостя войти, прежде чем пожать руку или передать вещь. Это суеверие настолько прочно вошло в наш быт, что мы следуем ему автоматически, не задумываясь о его происхождении. Миф гласит, что нарушение этого правила обязательно приведет к ссоре, разладу или какой-то другой неприятности. Мы верим в это просто по привычке, потому что так принято. Это кажется безобидной традицией, маленьким ритуалом, который ничего не стоит соблюдать, но который, возможно, убережет от каких-то бед. Но чтобы понять истинный смысл этого запрета, нам нужно заглянуть вглубь веков, в те времена, когда мир наших предков был населен не только людьми, но и духами. Правда, скрывающаяся за этим суеверием, гораздо глубже и мистичнее, чем простая боязнь ссоры. В древнеславянских и многих других языческих верованиях порог дома был не просто куском дерева, он был сакральной границей, рубежом между двумя мирами.
Внутреннее пространство дома считалось миром живых, защищенным, своим пространством, находящимся под покровительством домашних духов. Все, что находилось за порогом, — это внешний, чужой, потенциально враждебный мир. Мир духов и мертвых. Порог был местом, где эти два мира соприкасались. Более того, существовал обычай хоронить прах предков под порогом дома, чтобы они могли защищать своих потомков от злых сил. Таким образом, порог был не только границей, но и местом упокоения и обителью духов-хранителей. Любое действие, совершенное через порог, рукопожатие, передача предмета, символически разрывало эту границу. Это считалось тревожащим духов предков, нарушающим священный рубеж и открывающим дом для проникновения злых сил извне. Ссора, о которой говорит современная примета, это лишь бледное, рационализированное эхо древнего страха перед нарушением космического порядка, перед гневом духов, охраняющих дом. Так что, когда мы сегодня машинально избегаем здороваться через порог, мы, сами того не зная, отдаем дань уважения верованиям наших далеких предков, для которых этот простой архитектурный элемент был наполнен глубочайшим мистическим смыслом. И от границы между мирами в нашем доме мы обратимся к другому посланнику из иного мира, чей визит, по поверью, предвещает беду. Миф номер 23. Пернатый вестник с того света. Представьте себе тихую комнату. Внезапно в открытое окно влетает птица. Она бьется о стекло, мечется под потолком и, найдя выход, также внезапно улетает. Для современного рационального человека это всего лишь досадный случай. Но для человека, воспитанного в традиционной культуре, это событие наполнено зловещим смыслом. Одно из самых распространенных и пугающих суеверий гласит: если птица залетела в дом и вылетела, это к худу, к несчастью, а то и к уходу кого-то из близких. Этот миф вызывает первобытный и рациональный страх. Люди, столкнувшиеся с этим, могут неделями жить в тревожном ожидании, и любое негативное событие, случившееся после, будет воспринято как подтверждение страшной приметы. Вера в это суеверие так сильна, потому что она апеллирует к нашему подсознательному ощущению, что мир полон знаков и предзнаменований, и что природа может предупреждать нас о грядущих событиях. Чтобы понять корни этого страха, нам снова нужно погрузиться в мир древних верований, где граница между миром живых и миром духов была тонкой и проницаемой. Правда в том, что это суеверие основано на древнейшем представлении о душе и ее посмертных странствиях. Во многих культурах по всему миру, от Древнего Египта до славянских племен, считалось, что душа умершего человека может принимать облик птицы. Птица, со своей способностью летать, подниматься в небо, казалась идеальным воплощением души, освободившейся от телесных оков. Она была посредником между земным и небесным мирами, вестником с того света. Поэтому внезапное появление птицы в доме, в сакральном пространстве семьи, воспринималось не как случайность, а как визит души умершего предка или, что еще страшнее, как знак того, что смерть уже где-то рядом и прислала своего вестника, чтобы забрать душу кого-то из домочадцев. Птица, залетающая в окно, символически нарушала границу миров, принося с собой весть из царства мертвых. Интересно, что трактовка приметы могла меняться в зависимости от вида птицы. Голубь мог считаться душой предка, прилетевшей с миром, а вот синица или воробей часто воспринимались как дурные вестники. В современном мире мы утратили эту мифологическую картину, но иррациональный страх, отголосок древних верований, остался. И от мистического объяснения поведения птиц мы перейдем к такому же мистическому объяснению другого природного явления, которое когда-то наводило ужас на целые народы. Миф номер 24. Небесная битва гневных богов. Темные тучи сгущаются на горизонте. Небо раскалывает ослепительная вспышка молнии, и вслед за ней раздается оглушительный раскат грома. Для нас, людей 21 века, это обычное атмосферное явление, которое мы изучали в школе. Мы знаем, что это результат разницы электрических потенциалов между облаками или между облаком и Землей.
Но на протяжении тысячелетий человеческой истории эта картина вызывала не научный интерес, а священный трепет и ужас. Великий миф, общий для сотен культур, гласил: гром и молния — это проявление божественного гнева. Это боги, обитающие на небесах, ведут свои битвы, наказывают грешников или просто демонстрируют свою несокрушимую мощь. Древние греки видели в этом Зевса-громовержца, мечущего свои перуны с Олимпа. Скандинавы слышали грохот колесницы Тора и видели искры от ударов его молота Мьёльнира. Славяне верили, что это бог Перун поражает нечистую силу. Этот миф был не просто сказкой, он был фундаментальной частью мировоззрения. Он объяснял пугающие и непредсказуемые явления, вписывая его в понятную систему божественного правосудия и воли. Правда, которую открыла нам наука, конечно же, лишена этой эпической драмы. Разоблачение этого мифа — это триумф человеческого разума над первобытным страхом. Бенджамин Франклин со своим знаменитым экспериментом с воздушным змеем в 1752 году доказал электрическую природу молнии. Сегодня мы знаем, что в грозовых облаках из-за трения капель воды и кристаллов льда происходит разделение зарядов. В верхней части облака скапливается положительный заряд, в нижней — отрицательный. Когда разница потенциалов становится достаточно большой, происходит гигантский электрический разряд — молния. А гром — это всего лишь звуковая волна, возникающая из-за того, что воздух на пути молнии мгновенно и взрывообразно расширяется от огромной температуры. Это чистая физика, в которой нет места для божественного гнева. Но почему этот миф был так важен и так живуч? Потому что он выполнял важнейшую социальную и психологическую функцию. Он давал людям иллюзию контроля. Если гроза — это гнев богов, то их можно умилостивить молитвами, жертвами, праведным поведением. Если же это слепая стихия, то человек перед ней беззащитен. Миф о богах-громовержцах был способом справиться с экзистенциальным ужасом перед силами природы. Сегодня мы справляемся с этим при помощи громоотводов и метеорологических прогнозов. Но каждый раз, когда мы смотрим на грозу, где-то в глубине нашей генетической памяти просыпается тот древний трепет, который чувствовали наши предки, глядя на битву небесных богов. И от мифов, рожденных в глубокой древности, мы перенесемся в 20 век и рассмотрим легенды, созданные поп-культурой. Миф номер 25. Музыка, которую связали чужие слова. В конце 80-х годов 20 века на советскую эстраду ворвался феномен, имя которому было «Ласковый май». Их простые, но цепляющие песни звучали из каждого окна, из каждого ларька. И среди десятков хитов была одна фраза, которая стала настоящим символом эпохи, паролем для целого поколения. «Музыка нас связала». Эта строчка из одноименной песни группы «Мираж», исполненной Татьяной Авесенко, так прочно ассоциируется с той эпохой, что кажется абсолютно уникальной, рожденной в творческих муках ее авторов. Миф состоит в том, что эта гениальная и простая фраза — полностью авторский оригинальный текст «Озарение», посетившее поэта Валерия Соколова. Она стала настолько культовой, что воспринимается как нечто самобытное, как идеальное отражение духа времени, когда музыка действительно объединяла миллионы. Однако, если мы заглянем в архивы советской эстрады, мы обнаружим, что эта музыкальная нить тянется из прошлого. Правда в том, что фраза «музыка нас связала» не была уникальным изобретением авторов «Миража». Она, скорее всего, была творчески переосмыслена и популяризирована ими, но сама идея витала в воздухе. Например, за несколько лет до этого в репертуаре белорусского Виа Веросы была песня под названием «Музыка для всех», где звучали строки: «Пусть станет музыкой все, что нас связало». А если копнуть еще глубже, то можно найти и другие, менее известные примеры использования схожих образов в поэзии и песнях тех лет. Продюсер и создатель группы Андрей Разин, который обладал феноменальным чутьем на хиты, признавался, что при создании песен для своих проектов он и его команда часто использовали и компилировали идеи, фразы и мотивы из множества других, в том числе западных композиций. Это была распространенная практика того времени.
Таким образом, фраза «музыка нас связала» — это не столько уникальное озарение, сколько гениально найденный и вовремя использованный образ, который уже существовал в культурном поле. Группа «Мираж» не столько изобрела его, сколько отшлифовала и превратила в бриллиант, в абсолютный хит, который затмил все предыдущие упоминания. Этот миф показывает, как в поп-культуре одна удачная формулировка может полностью переписать историю своего происхождения, оставшись в памяти миллионов как единственная и неповторимая. И от музыкального героя мы перейдем к герою кинематографическому, чье имя, как оказалось, имеет весьма прозаическое и забавное происхождение. Миф номер 26. Герой, названный в честь пса шляпа, хлыст, потрепанная кожаная куртка и паническая боязнь змей. Образ Индианы Джонса, бесстрашного археолога-авантюриста, стал одним из самых узнаваемых в истории кино. Мы следили за его приключениями по всему миру, от египетских гробниц до затерянных храмов в джунглях. Имя Индиана звучит так мужественно, так по-американски, что кажется идеально подобранным для такого персонажа. И вот здесь начинается самое интересное. Широко известен факт, что Джордж Лукас, создатель персонажа, назвал его в честь своей собаки, аляскинского маламута по кличке Индиана. Этот факт настолько забавен и необычен, что он сам по себе породил миф. Миф заключается в том, что именно эта собака и была главным источником вдохновения, что вся концепция персонажа выросла из желания Лукаса увековечить имя своего любимого пса. Кажется, что это была просто прихоть гения. А назову-ка я своего героя в честь собаки. И вот здесь мы должны отделить правду от ее упрощенной анекдотической версии. Да, персонажа действительно назвали в честь собаки. Этот факт подтверждала сам Лукас и Стивен Спилберг. В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» даже есть забавная сцена-отсылка, где отец Индианы, герой Шона Коннери, говорит: «Мы назвали собаку Индианой». Но это была лишь последняя деталь, вишенка на торте. Имя, а не суть. Правда в том, что прототипами для Индианы Джонса послужили совсем не собаки, а герои дешевых приключенческих киносериалов 30-х и 40-х годов, которыми Лукас засматривался в детстве. Это были археологи, охотники за сокровищами, шпионы, которые каждую неделю попадали в смертельные ловушки и в последний момент выпутывались из них. Лукас хотел возродить этот жанр, создать современного героя в духе старого кино. Образ Индианы Джонса был тщательно сконструирован из черт этих забытых персонажей, а также из образов реальных искателей приключений и археологов начала XX века. Ими же было предметом долгих споров. Изначально Лукас хотел назвать его Индиана Смит, но Спилбергу это показалось слишком похожим на имя героя из его другого фильма. Тогда и возник вариант Джонс. А Индиана было просто забавным личным штрихом от Лукаса. Так что миф о том, что собака была первопричиной, искажает реальный творческий процесс. Она не вдохновила на создание героя, она лишь подарила ему свое имя, когда сам герой был уже практически придуман. И от сцены, которая оказалась правдой, мы перейдем к другой, не менее знаменитой киносцене, которая, вопреки слухам, была пугающе реальной. Миф номер 27. Кровавый подарок для несговорчивого продюсера. В истории кино есть сцены, которые навсегда врезаются в память, вызывая шок и трепет. Одна из таких сцен в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Голливудский продюсер Джек Вольц отказывается дать роль в своем фильме Джонни Фонтейну, протеже Дона Корлеоне. На следующее утро он просыпается в своей роскошной постели и с ужасом обнаруживает в изножье окровавленную, отрубленную голову своей любимой призовой лошади. Эта сцена настолько жестока и реалистична, что она немедленно породила множество слухов и легенд. Самый стойкий миф гласит, что для съемок этой сцены была использована настоящая лошадиная голова, и что для этого съемочной группе пришлось пойти на крайние меры. Многие зрители до сих пор спорят, был ли это искусный муляж или шокирующая реальность. Этот миф подогревался атмосферой самого фильма, его мрачным реализмом и слухами о связях создателей с настоящей мафией.
И на этот раз, к ужасу защитников животных и впечатлительных зрителей, правда оказалась на стороне самой жестокой версии. В сцене действительно была использована голова настоящей лошади. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола с самого начала отверг идею использования муляжа, считая, что он будет выглядеть неубедительно. Он хотел добиться от актера Джона Марли, игравшего продюсера, неподдельной реакции ужаса. На репетициях в его постель подкладывали муляж, и актер привык к нему. А в день съемок, без его ведома, муляж заменили на настоящую голову. Представители съемочной группы нашли компанию, производящую корм для собак, и договорились с ними. Когда одну из лошадей, предназначенных для убоя, должны были забить, они попросили прислать им голову. Никакую призовую лошадь специально для съемок не убивали. Это была голова животного, которое и так было обречено. Но факт остается фактом. Крик ужаса, который мы видим на экране, это абсолютно искренняя реакция актера, который не ожидал увидеть под простыней нечто настолько реальное. Эта сцена вызвала огромный скандал и протесты со стороны организаций по защите животных, но Коппола отстоял свое художественное решение. Так что миф в данном случае — это скорее надежда на то, что это была всего лишь киношная магия, а не суровая и шокирующая правда. И от одной культовой вещи из 20 века мы перейдем к другой, к песне, которую знает каждый житель планеты, но чье происхождение сильно отличается от того, что мы привыкли думать. Миф номер 28. Самая известная песня, рожденная не для праздника. Happy Birthday to You. Эти 4 слова и простая мелодия, вероятно, являются самым известным музыкальным произведением на планете. Ее поют на всех языках, во всех странах, от хижин в джунглях до президентских дворцов. Она стала неотъемлемым атрибутом дня рождения, таким же, как торт и свечи. И, конечно же, мы все уверены, что эта песня была написана специально для этого праздника. Миф гласит, что некий гениальный, но, возможно, безымянный автор однажды создал эту простую и гениальную мелодию именно для того, чтобы поздравлять людей с днем их рождения. Она кажется настолько органично связанной с этим событием, что трудно представить, что у нее могло быть какое-то другое предназначение. Она — само воплощение праздника. Однако архивы авторского права хранят совсем другую историю. Эта всемирно известная мелодия родилась в конце XIX века, а точнее в 1893 году, и текст у нее был совершенно другой. Две сестры из штата Кентукки, Пэтти и Милдред Хилл, работавшие в детском саду, сочинили простую песенку для своих воспитанников. Она называлась «Good morning to all» — «Доброе утро всем», и предназначалась для того, чтобы каждое утро приветствовать детей в классе. Мелодия была той же самой, а слова были такими: «Good morning to you», «Good morning to you», «Good morning, dear children», «Good morning to all». Песня стала очень популярной среди педагогов и быстро распространилась по другим школам. Как именно и когда слова «доброе утро» были заменены на «с днем рождения», точно неизвестно. Скорее всего, это произошло спонтанно, на каком-то детском празднике. Кому-то пришла в голову идея использовать эту простую и легкую для запоминания мелодию для поздравления именинника. Новый текст оказался настолько удачным, что мгновенно прижился и начал свое триумфальное шествие по миру. Впервые текст «Happy Birthday to You» был опубликован в печатном виде лишь в 1912 году, почти через 20 лет после создания оригинальной мелодии. Таким образом, самая известная в мире поздравительная песня — это, по сути, народный ремейк утренней детской песенки. И от мифов поп-культуры мы вернемся к суровым реалиям истории XX века и рассмотрим болезненную тему, которую долгое время пытались скрыть за фасадом официальной пропаганды. Миф номер 29. Сытая империя и замолчанный голод. В официальной советской историографии послевоенный период рисовался как время героического восстановления страны. Картина была такой. Народ-победитель, сплоченный под руководством партии, в кратчайшие сроки поднимал из руин заводы и города, а колхозная система, несмотря на трудности,
обеспечивала страну хлебом. На этом фоне родился и укоренился мощный миф. В СССР после Второй мировой войны, в отличие от голодающих 20-х и 30-х годов, массового голода больше не было. Да, были трудности. Карточная система, нехватка продуктов. Но сам факт голода как масштабного бедствия, уносившего жизни, категорически отрицался. Этот миф был жизненно важен для поддержания имиджа советской системы как эффективной и заботящейся о народе. Любые упоминания о массовой смертности от истощения считались антисоветской пропагандой. Мы верили в это, потому что об этом писали в учебниках, говорили по радио, и альтернативной информации просто не существовало. Но в закрытых архивах и в памяти очевидцев хранилась другая, страшная правда. В 1946-1947 годах на Советский Союз обрушился жесточайший голод. Последний массовый голод в истории страны. Его главной причиной стала сильнейшая засуха, поразившая основные зерновые районы — Украину, Молдавию, центральные области России. Но природный катаклизм был усугублен политикой государства. Несмотря на катастрофический неурожай, сталинское руководство продолжало изымать у колхозов зерно по завышенным планам, чтобы обеспечить города и армию, а также отправлять его на экспорт в страны Восточной Европы для поддержания своего политического влияния. Из деревень выгребали последнее, обрекая миллионы людей на голодную смерть. Люди ели лебеду, кору деревьев, были зафиксированы случаи каннибализма. Точное число жертв до сих пор является предметом споров историков, но оценки варьируются от нескольких сотен тысяч до 1,5 миллиона человек. Этот голод тщательно замалчивался. В газетах о нем не было ни слова. В официальных документах причина смерти часто указывалась как дистрофия или другие болезни, связанные с истощением. Миф о сытом послевоенном времени был ложью, призванной скрыть провал аграрной политики и безжалостное отношение власти к собственному народу. Правда об этом голоде стала достоянием гласности лишь спустя десятилетия, когда открылись архивы, и это стало еще одним шрамом на теле нашей истории. И от мифа, рожденного политикой XX века, мы перенесемся в глубокую древность, к фразе, которую мы тоже используем, часто не зная ее истинного, весьма приземленного происхождения. Миф номер 30. Аромат денег и императорская практичность. Деньги не пахнут. Pecunia non olet. Эта крылатая фраза стала универсальным оправданием для получения прибыли из сомнительных или не самых благовидных источников. В нашем сознании она прочно ассоциируется с эпохой дикого капитализма, с дельцами, которые готовы на все ради наживы, с циничным миром, где мораль отступает перед звоном монет. Миф заключается в том, что эта фраза — порождение нового времени, девиз биржевых маклеров и промышленников, которые придумали ее, чтобы оправдать свои грязные сделки. Она звучит так современно, так прагматично и цинично, что кажется, будто ее могли произнести где-нибудь на Уолл-стрит или в лондонском Сити, но никак не в античном мире. Но чтобы найти автора этой фразы, нам придется отправиться в путешествие на машине времени почти на 2000 лет назад, в Древний Рим. Ее произнес не капиталист XIX века, а римский император Веспасиан, правивший в I веке нашей эры. Веспасиан вошел в историю как очень практичный и прижимистый правитель. После гражданской войны и расточительства его предшественников казна империи была пуста, и он искал любые способы ее пополнить. Одной из его самых непопулярных, но эффективных мер было введение налога на общественные уборные — юрины. Его собственный сын, будущий император Тит, был человеком более щепетильным и упрекнул отца в том, что тот ввел такой неблагоухающий налог, по сути, беря деньги за отходы жизнедеятельности. В ответ на это, как пишет историк Светоний, Веспасиан взял монету из первой прибыли, полученной от этого налога, поднес ее к носу сына и спросил, пахнет ли она. Тит ответил, что нет. «А ведь они из мочи», — заключил император. Именно в этом контексте и родилась знаменитая фраза. Таким образом, ее первоначальный смысл был не столько циничным, сколько предельно прагматичным. Для Веспасиана не было грязных или чистых источников дохода для государства.
были лишь деньги, которые шли на строительство дорог, акведуков и восстановление Рима после пожаров. Миф перенес эту фразу в совершенно другую эпоху и наделил ее новым, более мрачным смыслом, в то время как ее настоящая история — это забавный и поучительный анекдот о римском императоре, который доказал, что для пополнения казны все средства хороши. И на этом практичном уроке из древней истории мы закрываем наши архивы, но лишь на время. Впереди нас ждут новые мифы, новые разоблачения и новые путешествия по самым темным и удивительным уголкам прошлого.